Стальным звоном, ржанием, воплями умирающих поднимается в раскаленное небо вековая ненависть и падает замертво в пыль под копыта коней ратником с залитым кровью лицом. Сшибаются всадники, сверкают в душной тесноте битвы кривые сабли и клонятся ощетинившиеся татарскими стрелами княжеские хоругви. Крики, ужас, смерть. Холщевые рубахи, черные от крови, бритые головы, пробитые стрелами, разбитые топорами красные щиты, бьющиеся на спине лошадь с распоротым брюхом, пыль, вопли, смерть. И когда русские не выдерживают напора татарской конницы, вылетает из леса неуставший засадный полк Боброка и мчится по полю, почти не касаясь земли, и обрушивается на татар, и теснит, и вот уже гонит по полю, и красные хоругви летят над белыми всадниками, и валится вместе с конем в облаке пыли шалой от страха татарин. Заваленное трупами Куликово поле, словно в обморок, опрокидывается в ночную тьму. Рассвет. Вдоль берега стелется туман. В безмолвии степи, покрытой убитыми, возникает цокот копыт. Русский дружинник с трудом открывает глаза. Он тяжело ранен. По полю сквозь туман медленно едет татарин на вороной кобыле. Русский приподнимается, шарит вокруг из последних сил. В скользкой холодной крови натыкается на брошенный меч, но в глазах у него темнеет, и он в забытии падает лицом вниз. Лошадь под татарином вздрагивает, шарахается в сторону и мчится по степи, и эхо бешеной скачки несется над застывшим доном. Из груди татарина торчит стрела. Он давно уже убит. Лошадь мертвым вынесла его из вчерашней сечи, но на землю он падает только сейчас, сброшенный неистовым карьером, мчащийся навстречу солнцу вороной кобылы. Есть большая разница между религиозным и сакральным. Можно сказать, что религиозное выразимо словами, а сакральное словами не выражается. И очень часто Андрея связывают с религиозным творчеством и с его религиозностью. А на самом деле он не искал религиозности, он искал сакральность. И Эйнштейн как-то сказал, когда его спросили, вот вы говорите, что законы природы универсальны, они просты, а почему вот только вы открыли там теорию относительности? Он сказал, дело в том, что законы природы очень просты, но у природы очень тихий голос, а у меня очень хороший слух. И вот я думаю, что Андрей где-то вот там, он все время пытался прислушаться к тихому голосу. Это мучительный процесс. Кино вообще искусство вульгарное. Оно дает тебе всегда некий образ очень конкретный. В образе самом по себе, вот изображении,
сакрального быть не может. А оно находится между. Вернее, тем, что намаливает или надумывает, или в поисках чего-то режиссер способен передать, но не самим изображением. На самом деле погружаться в неизвестность и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Это только поход в абсолютную туман и в темноту, и шагаешь на ощупь. По-другому быть не может. Иначе получается там хорошее кино. Может получиться хорошее кино, но не сакральное. Сценарий никогда не передаст сакральное. Какие бы сценарии мы не читали, с ним не писали, и потом он не писал без меня, это всегда была материальная штука. Даже замечательный конец, там, «Мальчик под деревом лежит». Это написать, лежит мальчик под деревом. Ну и что? Я помню, когда мы написали сценарий, и сценарий стал instant classic. Все шуршали, искусство кино, такой сценарий. Вот. Но сценарий без этой реализации мог бы быть совсем другим. Его бы мог снять Сергей Герасимов. Это был бы другой фильм. В том-то все и дело, что, рассуждая об Андрее, очень сложно пригвоздить вот что-то вот так. Ну вот как вот Рахманинов говорил о Скрябине, я так не могу. Почему? Ну, а потому что да, Скрябин сам не знал, почему он так писал. Растягивал время, сжимал его. Вот есть прекрасное определение. Разница между талантом и гением. Талант – это тот, кто попадает в цель, в которую очень трудно попасть. А гений – тот, который попадает в цель, которую никто не видит. А в этом смысле как раз результат любой его работы никто им не видел. Не видеть невозможно. Я приехал, он говорит, слушай, я не знаю, что делать. Слушай, я снял всего там 40 страниц, а у меня уже полнометражный фильм. Это все не влезет, надо сокращать. Но у нас было 120 страниц, или там 130, и мы стали вырывать страницы. Это ужас прямо по крови. То есть были очень красивые вещи, но их надо было просто нагло выбрасывать. Знаешь, однажды Чехов гениально сказал молодому писателю, когда мы написали рассказ, вырвите первых 2 страницы. И тогда будет все талантливо. Стали вырываться страницы логики, но надо было что-то сокращать. И поэтому нарушилась логика. Она перестала быть повествовательной, она стала рваной и уникальный. Феофан Грек – античный классик, Кирилл – аревист, карьерист. И между этими двумя фигурами противоположными находится незащищенный человек, который ищет,
как выразить. Собственно, это аллегория в определенном смысле Андрея. Как выразить. Он искал большой невыразимой метафоры. Да, я его очень люблю, как личность. Я должен сказать, что как личность он был невыносим. Но это не значит, что его нельзя было любить. Именно, так сказать, агрессивный, потому что незащищенный. Вообще-то картина страдает обилием событий. Но она так рассчитана на то, чтобы именно из огромного количества событий, перепутанных между собой, возникало ощущение эпохи и чувство человека, находящегося в центре этих событий. А почему именно об Андрее Рублеве следовало делать картину? Может быть, надо было делать современную картину о современном художнике, современном интеллигенте, что ли? И вообще, стоило ли делать картину об Андрее, чтобы рассказать о мучениях, что ли, художника, в современном смысле этого слова? О его страстях, об его поиске, о его тоске по тому, что ему не удается сделать. Но я думаю, что, в общем, все это правильно. Пожалуй, надо было делать именно об этом фильм. И смысл Евгения, в общем-то, заключается в том, что он в самое тяжелое для народа время сумел выразить для того же народа нравственный идеал, выразить его мечту о братстве, о единении. Андрей Тарковский принадлежал к тем художникам, которые очень рано созревают и сразу очень ясно понимают цели своего творчества. Уже в первых его фильмах мы чувствуем огромное количество философских идей. В своей книге «Запечатленное время» он даже теоретически высказал тезис о том, что если режиссер хочет быть по-настоящему художником, он должен быть философом. И здесь Тарковский очень ясно выразил одну из характерных черт русской философии, русского искусства. Здесь всегда мыслитель является немножко художником, а художник должен быть философом, да, создавать какое-то мировоззрение, которое отражает мировоззрение нации. Тарковский является наследником величайших русских мыслителей Федора Достоевского, Льва Толстого, Владимира Соловьева. Вслед за этими мыслителями он констатирует, что современное человечество находится в глубоком духовном кризисе. И причина этого кризиса, прежде всего, в том, что человек и человечество утратили религиозное мировоззрение. И в связи с этим главная цель, главное стремление Тарковского в своем творчестве – это показать, как возможно религиозное обновление, как человечество может вернуть религию, религиозное мировоззрение в свою жизнь. Только этот путь он считает путем к спасению, к исправлению всех наших недостатков. Русские философы переосмысливают христианство. Для них
Бог не вне человека и мира, Он в самом человеке и в мире. И задача человека – это раскрыть Бога в себе. Эта идея наиболее ясно выражена в прологе фильма, где изображен полет мужика на воздушном шаре. И вот этот полет – это некая метафора прозрения в будущий идеал, который возникнет когда-то, когда человек сможет в себе выявить Бога и каким-то активным деянием преобразить мир к совершенству. Эй, вы догоняете меня! Эй! Андрей Рублев – это художник, который испытал огромное влияние богословской концепции сихазма, возникшей в Византии в XIV веке. Согласно этой концепции, хотя Бог и находится вне мира, но в мире присутствуют божественные энергии. И человек может, восприняв эти энергии, хотя бы на некоторое мгновение стать совершенным, обожиться, как говорили богословы. Тарковский же использует эту идею совсем в другом смысле. Он говорит о том, что человек может не просто на секунду обожиться, он может через себя, по сути, родить Бога, и этот Бог может преобразовать земную действительность. Очень важно, что происходит единение людей, с одной стороны, да, только в соединении с другими человек, который хочет выступить основой этого божественного совершенства, может совершить акт преображения. И второе, здесь чрезвычайно важно восприятие мира в особом таком духовном опыте, в котором происходит как бы соединение человека и мира и выявление вот этой внутренней гармонии, внутреннего совершенства мира. В фильмах Тарковского всегда главный герой больше размышляет, созерцает, в каком-то духовном напряжении внутреннем находится, но при этом почти никогда не действует активно. Именно потому, что действие – это некое ограничение, это подчинение миру. В этом смысле творчество Рублева, которое Тарковский показывает в финале фильма, это некий выход за пределы реальности в какую-то иную сверхъестественную сферу. Один уже мне Комаров признался. На бороду. Языком треба. А моя баба, может, тоже похуй? В русской философии аналогом исихазма являлась концепция всеединства. Это представление о том, что как бы божественным содержанием мира является его единство. Да, мир и человек должны слиться в некое гармоничное целое. И как раз недостаток нашего бытия в этом мире в том, что в нем господствует разделение и в жизни людей, и в самой окружающей реальности. Это единство, это любовь. Эта тема, еще одна важнейшая тема и этого фильма Тарковского, и всего его творчества. Для него любовь и в таком общечеловеческом выражении, да, и в конкретной реализации любви между мужчиной и женщиной, это, по сути, сакральная, мистическая сила, которая способна радикально преобразить и наше бытие, и бытие всего мира. И в нескольких фрагментах фильма он очень выразительный акцент ставит на этой любви. О, хороший русский. Конина кушает. Хочешь
поедем в Орда. Моя жена будет. Большинство зрителей, да, и исследователей творчества Тарковского считают, что здесь совершают измену самой России, своей сущности. Но мне кажется, здесь истинный смысл этого эпизода совсем другой. В центре вот этой финальной части всего несколько кадров, в которых татарин и дурочка внимательно смотрят друг на друга. И мы с удивлением видим, что в глазах татарина просыпается искренняя любовь. Он как будто на наших глазах преображается. Истинная, настоящая любовь, несмотря на все различия их положения, несмотря на различия культур, любовь, вот она способна преодолеть любые разделения и разногласия. И когда дурочка уезжает с татарином, на самом деле это не измена и не гибель, а это выбор своего жизненного пути. И то, что этот путь оказался не путем к гибели, а путем к преображению, мы узнаем в финале. Но в мире разделенном, в мире, в котором господствует зло, любовь все время наталкивается на сопротивление других людей и на зло. И здесь у нее две возможности. Либо отступить, либо продолжить свое дело единения. Но в этом случае всегда есть опасность, что человек может испытать страдания и даже гибель в связи с тем, что он настаивает на том, что не соответствует этому миру зла. И таким образом любовь превращается в жертву. Да, любовь должна доходить до жертвования собой, если она хочет быть по-настоящему преображающей. Это, наверное, самая главная мысль фильма. Весь фильм сюжетно можно понять как такую цепь жертвенных актов, которые приносят самые разные люди. Вот ты тут про Иисуса говорил. Так он, может быть, для того родился и распят-то был, чтобы Бога с человеком примирить. Ведь Иисус от Бога, значит, всемогущий. И если умер на кресте, значит, и предопределено это было. И распятие, и смерть его дело руцы Божией. И должно было вызвать ненависть не у тех, кто распял его, а у тех, кто его любил, ежели бы они окружили его в ту минуту. Ибо любили они его человеком. В одном из произведений своих русский религиозный философ начала XX века Павел Флоренский, рассуждая о том, как мы доказываем существование Бога, то есть о существовавших в истории доказательствах существования Бога, он высказал свое мнение по этому поводу и сформулировал такое немножко странное и парадоксальное определение или доказательство. Да? Если есть троица Андрея Рублева, следовательно, есть Бог. Мне кажется, вот фильм Андрея Тарковского ровно об этом. И это высказывание Флоренского можно взять эпиграфом ко всему этому фильму. Тарковский говорит нам о том, что подлинное творчество великого художника, оно всегда действенно, оно мистично, оно преображает людей и мир. И оно, в конце концов, ведет вот к этому великому окончательному преображению мира к совершенству. В понимании зла и проблемы сопротивления злу Тарковский следовал за Львом Толстым. Вообще эта проблема одна из очень важных в русской философии. Почти все русские мыслители высказались по этой проблеме, и большая часть из них считала сопротивление злу, активное сопротивление злу допустимым и осмысленным. Владимир Соловьев писал об оправданности войны, а русский философ начала XX века Иван Ильин
даже считал и казнь христиански оправданной, да, считал, что есть абсолютные злодеи, которые невозможно переделать, которые не могут раскаяться, и по отношению к ним даже христианская любовь должна проявляться в казни. Тоже православные, правдолюбцы да христиане. Долго будете мучить злодея? Скоро вы это кончите. Толстой был уникальной фигурой, да, разработавший известный принцип непротивления злу насилием, то есть абсолютного запрета как бы использовать злые средства в борьбе со злом. Тарковский, безусловно, следует за Толстым. Хотя Андрей Рублев в фильме совершает убийство, явно защищая беззащитное существо, дурочку, от насилия, тем не менее он считает, что этот грех несмываем, да, его невозможно компенсировать. И поэтому он накладывает на себя 15-летнее молчание и, по сути, пытается даже отказаться от творчества. Но при этом возникает вопрос, а как же с злодеем, то есть как не дать злу распространиться в мире. Ну и здесь вот он, собственно, считает, что на самом-то деле зло никогда не уходит от расплаты. Да? И вот в судьбе малого князя, князя Звенигородского, он это показывает. Да? Человек, который совершает зло, считает, что он никогда не получит расплаты. Но эта расплата обязательно придет. Любой, совершивший зло, он в конце концов окажется один на один с этим злом. Если не в этом мире, то в каком-то ином, но это и в нашем мире скажется. Да? То есть Тарковский вместе с Толстым верит, что если мы будем бороться со злом добром, да, и как бы пытаясь как бы человека поставить перед ясным осознанием последствий своих поступков, это в конце концов даст положительный результат. Завтра я уеду от всего того, что стало мне дорогим, стало родным, близким. Здесь, в Андрониковом монастыре, я впервые пробовался на роль Андрея Рублева. Роль эта открыла передо мной совсем другой мир, мир другого человека, мир гениального человека. Трудно расставаться с фресками Рублева, Феофана Грека, с их картинами, которые пережили века, пережили время. Я очень горд тем, что на Руси жили и живут такие люди, как Андрей Рублев. Вот именно вот здесь, вдоль вот этой стены, в паузах Андрей Тарковский любил скакать на лошади. А вот это место я запомню на всю жизнь. Сейчас мы в Суздале, сейчас у нас январь, плюс 1 градус.
Мы снимали эту сцену вот в такую погоду. Было и не +1, но где-то +3 градуса, но холодно очень было. Я сюда пришел, Андрей Осеевич мне показывает, говорит, вот, значит, вот здесь вот ты должен будешь подойти, поддеть там камень, у тебя упадет лапоть, мы все сделаем так, что он упадет, упал туда, и ты должен будешь вот здесь вот сойти, упасть и покатиться туда. А там ты должен будешь играть радость, что ты глину нашел, да? И вот вы себе представьте ощущение человека, значит, я на исходной позиции, Андрей Осеевич, да, а он еще поставил вот здесь вот, значит, ветродуй, чтобы еще дул ветер. Представьте это сочетание, вот такой холод, холодная вода, я уже мокрый еще до начала, до команды «Мотор», уже весь мокрый, ветер. Помню это ощущение, когда голову ломило от боли, просто ломит от боли, Андрей Осеевич мне кричит: «Коля, приготовился! Внимание! Мотор! Начали!» Я проехал через куст, он мне ударил под дых, в глазах темно абсолютно, холодно, кровь уже льется, а нужно играть радость. Я нашел, глина, глина. Все, я там окончил, весь в глине, рваный, окровавленный. Андрей Осеевич мне отсюда кричит: «Коля, молодец, это сыр, еще раз». Сыр у Андрея Осеевича – это высшая, ну, как бы одна из самых высших оценок, что все хорошо, здорово, сыр. А если он еще говорил, это рокфор, это значит просто гениально, да? Тут он говорит сыр просто. Коленька, еще раз. Значит, эту одежду я отдаю, все снимаю, портки, рубаху. Ее прополаскивают в этой реке Каменка, отжимают, вешают на приборы. От нее идет пар, дымок. Одеваю эту одежду, канат поднимаю сюда. Они, вся группа, все в шубах, в русских овчинах, все, Тарковский, Юсов, им очень хорошо. И так вот я отсюда падал, и то ли 5, то ли 6 раз. Вот здесь вот, сейчас уже нет этого домика, вот здесь он был, изба. Она была протоплена, я туда зашел, окончив это все. Андрей зашел, и вот то, какой он был, как он на меня глядел, как на героя. И вот я говорю абсолютно честно, и тогда у меня было это ощущение, и сейчас. Если бы он мне сказал в этой избе: «Коля, надо еще раз», я бы опять одел бы эти одежды и снова бы упал. Такая преданность была Андрею Арсеньевичу Тарковскому. Ну, эта преданность и сейчас есть. Можно и здесь. Только что Я после Андрея Рублева говорил в прессе, что Тарковский с актерами не работает. И был такой эпизод. Вот здесь, на вот этом месте, я должен был играть какую-то сцену, сложную сцену. А Андрей Арсеньевич все время шутил, был в прекрасном настроении. Взял у оператора клизмочку, который продувает пленку, да, и подходит, и то Юсову дунет в ухо. И хохочет, радуется, все для группы делает, то там помощнику режиссера дунет, хохочет, а мне играть сейчас сцену. И я говорю: Андрей Арсеньевич, ну, поработайте со мной, мне сейчас играть. И он так для всей группы, а его все очень любили, он был, чаще был легкий в работе, хотя все время сосредоточенный, но юмор иногда был такой, что этот юмор расслаблял всю группу. И Тарковский для всей группы, так явно не только для меня, а главное для группы, говорит: а ты знаешь, когда журналист задал вопрос Рене Клеру, как он работает
с актерами, он им ответил: а я с ними не работаю, я им плачу деньги. Вот тебе платят твои 120 рублей, вот и давай, играй. Но тут же подошел, встал рядом и начал мне что-то шептать. Что он мне тогда говорил, я не помню. Но точно так же, как когда-то на Ивановом детстве. Как он работал, я не знаю. Сейчас я понимаю, что я ошибался в том, что я говорил, что он не работает с актерами. У него был особый метод, когда актеры должны были жить в атмосфере Тарковского. И вот ловить его дыхание. Что, жалко? Иди пожалей. Тот и чернец. Я давно не был на вот этом месте, но, пожалуй, вообще, с тех пор, как мы делали эту сцену, последнюю сцену, когда, значит, Бориска, мой герой, говорит о том, что отец ему не передал секрета, помер так и не передал, в могилу утащил. Это практически одна из последних наших сцен в фильме. Я понимал, что все оканчивается так. Мне было жаль, что оканчивается это время работы и духовного контакта с Андреем Арсеньевичем. Где-то вот на вот этом месте мы с Анатолием Солоницыным, и Андрей Арсеньевич показывал тогда Анатолию, как ему нужно сыграть, как он меня должен обнять. В этом объятии было утешение великого художника, понимающего, что сотворил этот мальчик по наитию. Отлил колокол, праздник совершил, и вдруг плачет. Вот эта новелла, она, просто гениальная, правительская. Она новелла «Колокол». И не только вот этот мальчик, но и Тарковский сам по наитию работал каждый свой фильм. Я не думал раньше об этом, почему Тарковский, в общем, режиссер номер один. Почему фильм Андрея Рублева входит в десятку лучших фильмов всех времен и народов. Сейчас это понятно почему. Самое главное – это киноязык Тарковского, рассказывающий правду о Руси, о междоусобной, братоубийственной розни, о предательстве, о зависти и о мощи духа художника, который по наитию отливает свой колокол на века, чтобы этот колокол звонил. И это история творчества. Ведь Андрей Рублев и Бориска – это два автопортрета Андрея Арсеньевича Тарковского. Они даже ногти грызут, как Андрей. И Толя Солоницын, и Коля Бурляев. Они его обожали, как дети, понимаете, они на него молились. Мы материал, из которого он стряпал. В истории таких не было братьев таких. Они были братья, только они не были близнецами. Андрей их свел в одно. А дальше все про нашу веселую историю.
когда я целуюсь сам с собой, и что-то было, так сказать, скучно, а Андрей, он весь в работе был. Он говорит, ну-ка наступи ему на ногу. Вадим Юсову, сюда. И с душой, и с любовью, и с интересом, и с увлеченностью. Ну, он весь в этом был. Рублев — это была, по-моему, последняя картина, которая он знал, что его будут долбить, но еще не знал, как. Говорят, что человек, перенесший там инфаркт или чего-то, уже знает, как это будет, понимаете? Там он был свободен, вот что надо, то он и делал. Ну, лишний оказался, когда я меня давлю, значит, за шею. Ну, значит, не нужно туда, понимаете? А что оказалось не лишним? Ну, то я где-то пишу об этом, что 2 проскачки наших, 2 дубля он использовал. Такая, понимаешь, красота. Там этот кричит, говорит, татары! На что я, я тебе татарин. Я, значит, разворачиваю коня на него. 2 руками я его проводил вровень с Вадимом Ивановичем. А одной, ну никак, ну вот он не привык, понимаешь, ему надо либо обгонять, либо чего-то, а мне рубить чем, понимаете? Вот, одной ни в какую. Короче говоря, 1-1.5 недели. А вот Андрею надо вот так вот. Ну, никак и никак. Ну, с 10 там, до 12, я не знаю, пока солнце не перешло совсем на другую точку, не освещая так, как надо было Андрею. Вот. Седло было какой-то жестью обито. Все руки у меня были ободраны. И лошадь мой, бедный Лир, на 3-й, 4-й, 5-й день, когда все выходит, все никак. И только, значит, я обуваю там кольчуга, не то 20, не то 40 кил, я уж не помню сколько, там мисюрка на голове, тут эти поручи там, это... Ну, в общем, 40 килограмм на мне это было счастье. Вот. Выезжаем на точку, дает команду, Лир стоит, еще не трогались, там, команду приготовиться, его вот так вот сотрясала нервная дрожь, он пеной покрывался. И вот после этого мы работали. Так вот, я говорю, едем, у меня руки порваны, у меня, значит, измотанный весь, еле живой, и Андрей Арсеньевич идет. Я поднял шашку, направил коня на него. Но Андрей, я говорю, наверное, он понимал, что я дурака валяю, понимаешь? Но в каждой шутке доля истины есть. Он от нас под какой-то сарайчик нырнул. Я не знаю, артисты хвалятся там, что как сложно было, значит, какие они геройские поступки совершали. Вот. Дай Бог сделать то, что он хочет. Потому что вера была в него абсолютная. Вера, что он занимался делом нужным, необходимым, истинным, истовым, я не знаю, как назвать, понимаете? И, в общем, для меня, я говорю, что для меня Андрей Рублев — фильм. Например, такое место, как у «Войны и мира» Льва Николаевича в русской литературе. Вот, мне кажется, Андрей Рублев вот в русском кинематографе что-то в этом роде. Для меня Андрей Тарковский был нормальным режиссером, как Пушкин был нормальным поэтом, Рахманинов, Чайковский — нормальные композиторы, Федор Иванович Шаляпин — нормальный актер оперы, понимаете? Вот такой вот нормальный. А то, что его волновало самая судьба России. Это не показуха, не для видимости, понимаете. Это его волновало, и это вызывало потрясающее уважение. И дай Бог, я не помню, чтобы кто-то с ним спорил, что-то там, понимаете. Дай Бог сделать, что он требует. Вот это мой Тарковский, который вот тут вот всегда и никуда не денется, пока я еще по этой двигаюсь. Легко. Неси ее отсель. А то разбаловали мамки-то.
2 февраля 1967 года в Старом доме кино Новорусского была первая премьера Рублева. К премьере уже был готов второй вариант Рублева. Это тот вариант, который можно считать режиссерским, авторским, потому что там Андрей Арсеньевич исправил то, что собирался исправить, и больше ничего практически не сделал. Дальше все это продолжилось, и уже к третьему варианту чего-то происходили какие-то опять сокращения. И вот в 1969 году, уже после показа в Каннах на фестивале, была еще одна премьера, уже в Новом доме кино, и представлял картину Марьян Мартинович Хуций. Вторая премьера прошла, и все опять продолжилось с лежанием на полке. Стали обещать выпустить картину, и так это все продолжалось до 1971 года. Летом 1971 года уже был сделан 4-й вариант Рублева, который практически ничем не отличался от 3-го, но зато там были вырезаны что-то 30 или 40 кусочков крохотных, там по кадрику по 2, по 3, и внесено это в список поправок по фильму. Вот этот список поправок, значит, был сдан, якобы 4-й вариант готов, хотя он практически такой же, как и 3-й. И вот уже, значит, в декабре, 24 по-моему, декабря 1971 года в кинотеатре «Мир» уже наконец состоялась премьера Рублева. Ну, не премьера, а просто первый показ Рублева на экране. Причем это был последний съемочный день по «Солярису». Андрей Арсеньевич себе вывез вторую копию, с которой мы ездили по Москве и некоторым ближайшим городам. Вот это второй вариант Андрея Рублев, который назывался. Вот он его с помощью, соответственно, тоже Тамары Георгиевны монтажеров, он ее вывез себе. «Страсти по Андрею», которые выпустили как авторскую версию фильма, этой авторской версии не являются, потому что то, что Андрей Арсеньевич хотел исправлять в период подготовки сдачи исходных, он потом внес во второй вариант Рублева, который уже назывался «Не страсти по Андрею», а Андрей Рублев. Там были заменены титры, и он перемонтировал те сцены, которые считал нужным. Ну и, конечно, перезаписал все то, что хотел перезаписать. И те сокращения, которые он сам внес, они все уже сделаны во второй версии Рублева, которая наверняка можно считать авторской. Но, например, там он выбросил доснятую первую сцену с скоморохом, оставил только одну в финале, в колоколе. Вот. Перемонтировал там сцену с молчанием, еще какие-то сцены. Эпизода, например, уход из Троицы Сергиевой Лавры в самом начале фильма Андрей Арсеньевич выбросил сам и сразу, потому что дальше это все начиналось уже с их прохода по полю, со стогами, с дождем. Это было гораздо чище по монтажу. Сцены, которые тормозили, по его мнению, ритм фильма, он выбросил сам и сразу. Данила! 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 Отец говорит, возвращайтесь. Троице некому образа, говорит, писать. Ради Бога, говорит. Иди, не твое ума это дело. Еще пожалеете. В ножки кланяться будете. Да только не простит тогда. Ладно, неизвестно еще. Ну, глядите, глядите. Нехорошо. Что? Да что из Троицы уходит?
Жалко просто. Если говорить там о сокращениях, то больше всего ему жалко, по-моему, было вот это самое «Утро на Куликовом поле». Это пролог к фильму, который он потом хотел сделать в «Зеркале». Он же очень многие сцены убрал с братом, старшим братом, который наступает на младшего. И первую сцену со скоморохом. Может быть, он хотел довести монтаж до 3 часов. Такое может быть. Конечно, это ужасно было, что фильм, который уже, можно сказать, «Золотого льва» Святого Марка II в кармане был, вдруг взяли и положили на полку, да еще на столько лет. И, может быть, все по-другому было в его судьбе творческой, если бы этого не произошло. Я занималась цветокоррекцией всех картин Андрея Арсеньевича, кроме «Иванова детства», которое было черно-белое, потому что я занималась цветом, и «Каток и скрипка». К счастью, он снимал с моими операторами, с операторами, которые я работаю, совершенно великими, я считаю, так же, как и он, операторами, Вадим Юсов и Рерберг. У Андрея Арсеньевича было абсолютное видение содержания и изображения в его картины в одно целое. Если этого не было, он не принимал это изображение. Когда операторы приходили и говорили: Андрей сказал, что вот это должно быть так. У них было абсолютное взаимопонимание, что я до сих пор очень редко вижу между операторами и режиссером. Все картины, которые мы делали, и «Зеркало», и «Солярис», и «Врезки в Рублеве», и «Сталкер», в них обязательно оператор приходил и говорит: Андрей сказал, что это должно быть так. Например, Рерберг пришел и говорит: понимаешь, листики, если вы помните, там было такое черно-белое изображение, листья двигались так, и он говорит: листики, вот светлые части должны быть фиолетовые, а все изображение слегка коричневое. Я говорю: Гоша, как так? Фиолетовое с коричневое – это абсолютно друг друга исключают. Ничего подобного. Все получилось именно так. Потому что Андрей хотел, чтобы это выглядело так. Но прежде всего это должно быть единое мнение и оператора, и режиссера. Вот это было в обоих случаях, когда снимал Тарковский, что это был Юсов, хотя это два разные оператора, и то, что снимал Рерберг. Оба были художника по-своему. Разные художники, но великие художники. И они с великим Тарковским сделали вот эти великие произведения, на мой взгляд. Такая органика, изображение и содержание я сейчас очень редко вижу в картинах. К сожалению. Мне кажется, что всегда черно-белая пленка более эмоционально выражает какие-то движения, какие-то эмоции. Для меня, я просто очень люблю графику, и поэтому даже когда цвет, все равно хочется какая-то легкая графика, чтобы в цветном изображении была всегда. И мне кажется, что если была бы цветная картина, она бы немножко, как вам сказать, растворила бы все, и мы бы не почувствовали так в конце
А что сделал Рублев, какие он сделал эти фрески? Это был очень интересный проект и с точки зрения бесспорной исторической значимости фильма, и потому что он фактически превратился в вызов из-за сложности проведенных работ. Фактически мы работали с единственной существующей полной позитивной копией без цензурных правок. Мы начали с ручного восстановления пленки. На мовиоле и на верстаке покадрово восстановили все изношенные временем перфорации. Singolarmente, fotogramma per fotogramma, tutte le perforazioni che nel tempo si erano usurate. Кроме того, были восстановлены все склейки и устранены все другие физические дефекты на пленке, возникающие от времени износа. После этого мы перешли к оцифровке, то есть сканированию всех роликов в 4К. Таким образом, переведя весь фильм в цифровой формат, начался самый долгий и сложный этап, который длился около 8 месяцев. Изображение реставрировалось покадрово. Мы начали с устранения дефектов наиболее заметных, таких как грязь, пятна и царапины, которыми полны позитивные копии. А затем перешли к более мелким дефектам пленки. Обрывы и в некоторых случаях реконструкции отсутствующих кадров, которые были восстановлены по существующим отрезкам кадра. Addirittura alcuni erano mancanti e quindi sono stati ricostruiti attingendo da parti di fotogramma. Il film, devo essere sincero, è venuto fuori con un buon risultato. Можно сказать, что фильм вышел с хорошими показателями. Основные недостатки практически полностью устранены. Так что можно считать, что мы добились отличного результата. Andrei Rublev è uno dei punti più alti del mio percorso professionale di restauro del suono, se non il più alto, perché è un film di... Андрей Рублев — это одна из высших точек моей профессиональной карьеры в области реставрации звука, если не самая высокая, потому что этот фильм фундаментального значения для истории кино. Мы все знаем, насколько плодотворным было его влияние на режиссеров, вошедших в историю современного кинематографа, таких как Фрэнсис Форд Коппола, Терренс Малик и, по сути, на всех главных авторов современного кино. Это также фундаментальный фильм по использованию звука. Помимо прекрасной музыки Овчинникова, Андрей Тарковский мастерски использует звук как элемент повествования, поистине превосходным образом соединяя разные временные планы с разными нюансами, игрой перекрестных ссылок между диегетическим и экстрадиегетическим измерением в эпоху кино, когда такие вещи нельзя было сделать с помощью виртуальных эффектов или видеоманипуляций, как это чаще всего происходит сегодня. Manipolazioni del video, come in realtà accade più spesso oggi. Мы постарались отсканировать как можно больше источников, в том числе и звука, чтобы гарантировать наилучшее исходное качество и максимально возможное количество вариантов, чтобы затем восстановить монтаж, который, как мы знаем, мог бы стать именно тем, который Андрей Тарковский хотел для этого фильма. Possa essere quello che Andrei Tarkovsky avrebbe desiderato per questo film. Quindi prendere le varie fonti. Итак, мы взяли различные источники, восстановили их и затем смонтировали с участием Андрея-младшего, который контролировал и гарантировал, чтобы в этой реконструкции авторская идея не была извращена. Таким образом, мы восстановили саундтрек и сводили его, чтобы звуковые текстуры из различных источников не воспринимались как различные, чтобы была однородность и равномерность от начала до конца фильма.
dall'inizio alla fine del film. Ci tengo a dire in mono. Я хочу подчеркнуть, что сведение было сделано в моно, потому что это был оригинальный формат фильма. Я считаю, что сведение в моно — лучший способ восстановить авторский замысел звука таким, каким он был изначально трактован и задуман автором, Андреем Тарковским. Interpretato e inteso dall'autore, da Andrei Tarkovsky. Нет у меня права тебе советы давать. Нельзя. А ты разве не в рай попал? Господи. Скажу только, что там совсем не так, как вы все тут думаете. Русь, Русь. Все-то она, родная, терпит. Все вытерпит. Долго так еще будет? А? Феофан? Не знаю. Всегда, наверное. Все же красиво все это.
Благословенна Ты, Дева, 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 благословенна чрево Бога, Мария.